Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале, посвященном географии. И сегодня мы с вами продолжаем изучение общего землеведения и приступаем к главе 1. Географическая оболочка, ее структура и характерные черты. И сегодняшняя подтема касается оболоченного строения Земли. Помните, автор учебника пытается избежать покомпонентного перекоса подачи информации, то есть раздельного описания каждой оболочки Земли. И вот мне интересно, как эту задачу он решит. Подозреваю, что, говоря об оболочном строении Земли, мы будем сразу говорить и об атмосфере, и о гидросфере, и о литосфере. Интересно, затронем ли биосферу? Ну что ж, давайте начинать. Дифференциация вещества – характернейшая черта эволюции земного шара. Выражением ее служит оболочное строение Земли, свойственное также в той или иной форме и другим планетам Солнечной системы. Внутреннее твердое ядро, внешнее жидкое расплавленное ядро, мантия, земная кора, гидросфера, атмосфера образуют основные оболочки Земли, отличающиеся химическим составом и качественно различным состоянием вещества. Согласно господствующим представлениям, усложнение структуры Земли, образование ее оболочек протекало следующим образом. Материалом для возникновения Земли послужило холодное вещество – хондры, входящие в состав каменных метеоритов. Источником дифференциации относительно однородного первичного вещества было тепло радиоактивного распада и уплотнение глубинного вещества в результате сжатия. Оно дало толчок к началу уплавления и дегазации вещества мантии, к образованию земной коры, атмосферы и гидросферы. Эта гипотеза образования Земли в результате зонной плавки получила широкое признание у геохимиков и геофизиков. Есть и другая гипотеза образования земных оболочек, предполагающая существование необычно плотной атмосферы на самом раннем догеологическом этапе развития Земли. Моделью для нее послужила Венера. Интересен тот факт, что здесь не упоминается планета Земали. Мы изучали, что Земля образовалась из планеты Земали, которые друг с другом как бы сцеплялись и начинали взаимодействовать по мере накопления массы этих планет Земли. И, соответственно, под действием гравитации радиоактивного распада в центре планеты произошло разогревание. Ну и далее уже в результате вот этой вот плавки тяжелые вещества опускались к центру, легкие вещества поднимались наверх. Может быть, планеты Земли на хондры здесь заменены? Или, может быть, это разные теории? Кто знает, напишите. И еще интересен вопрос по второй гипотезе, где сказано, что атмосфера плотная была в догеологическом этапе развития Земли. Мне почему-то кажется, что появление атмосферы должно совпадать с началом геологических процессов на поверхности Земли. Соответственно, у нас же должна появиться кора выветривания из-за того, что газ, перемещающийся по поверхности Земли, должен разрушать горные породы. И должны образовываться, соответственно, осадки из обломочного материала. Но почему-то в книге указано, что это был догеологический этап. Кто в курсе этой теории, тоже напишите в комментариях подробнее. Мне читать лень в интернете. Земные оболочки отличаются друг от друга не только составом, но и мощностью, а также различной степенью дифференциации вещества, находящей свое выражение в слоистости. Атмосфера – верхнее воздушное покрывало Земли.
наиболее изученная из оболочек Земли. По распределению температуры в ней различают. Первое. Тропосферу до высоты 9-17 километров, в которой температура с высотой бывает в среднем на 0,65 градуса Цельсия на каждые 100 метров. У верхней границы тропосферы средняя температура над экватором около минус 70 градусов Цельсия. Над Северным полюсом около минус 65 градусов Цельсия зимой и минус 45 градусов Цельсия летом. В тропосфере сосредоточена основная масса воздуха и почти весь водяной пар. Второй пункт. Выделяют стратосферу до высоты 50-55 километров с изотермическим слоем внизу и повышением температуры у верхней границы от +1 до +5 градусов Цельсия. Повышение температуры с высотой обуславливает низкую турбулентность стратосферы. На высоте 25-30 километров наблюдается максимальное для атмосферы содержание озона, сильно поглощающего солнечную радиацию, чем и вызвано повышение температуры в стратосфере. Третье. Мезосферу. До высоты 85-95 километров с новым падением температуры до 90 градусов ниже нуля. У верхней границы. Давление воздуха вверху мезосферы примерно в 200 раз меньше, чем у земной поверхности. На уровне 80 километров от поверхности Земли заключено свыше 99,5% всей массы атмосферы. Иногда граница мезосферы становится зримой по своеобразным серебристым облакам, подсвеченным зашедшим за горизонт солнцем и состоящим, скорее всего, из кристаллов льда. Ну, я думаю, на сегодняшний момент выяснили, из чего эти облака состоят. Но я думаю, когда мы с вами будем еще изучать метеорологию по учебнику Хромова, эта завеса для нас приоткроется. Далее, четвертый пункт. Термосферу, распадающуюся на ионосферу и экзосферу еще делится наша атмосфера. В ионосфере разряженный воздух сильно ионизирован и на высоте 800 км достигает температуры плюс 1500 градусов Цельсия. Ионизация возникает под воздействием ультрафиолетовой радиации Солнца на молекулы атмосферных газов. Особенность ионосферы – резкое возрастание в миллионы раз электропроводимости воздуха. Различия в вертикальной структуре и колебания в составе ионосферы определяют возможность и степень надежности дальней радиосвязи. В ионосфере преимущественно в высоких широтах наблюдается красивейшее атмосферное явление – полярное сияние. Выше 800 тысяч километров начинается экзосфера, внешняя атмосфера, или сфера рассеяния. Из-за больших скоростей движения частиц газа здесь происходят утечки, ускользания в мировое пространство преимущественно атомов водорода. На высоте порядка 2-3 тысяч километров экзосфера переходит в земную корону, прослеживающуюся до высоты более 20 тысяч километров и образованную ускользающими из экзосферы частицами водорода. Сравнительно маломощна и не покрывает всей Земли вторая оболочка – гидросфера. Из 1,5 миллиарда кубических километров общего объема гидросферы 94%, а по другим данным 96,5% приходится на океан или океаносферу по предложению Степанова в 1983 году. А при глубине океаносферы до 11 022 метров и средней около 4000 метров в ней выделяются 4 структурные зоны слоя с различными свойствами воды. Характеристика их и гидросферы в целом дана в главе 3. Все-таки от покомпонентного разбора уйти очень трудно. Отметим лишь, что несмотря на ограниченный объем океаносферы, ее масса примерно в 250 раз больше таковой массы атмосферы. О земной коре, во всяком случае, о ее нижних слоях и тем более о мантии и ядре Земли меньше достоверных данных, чем об атмосфере и гидросфере. О строении недр
Глубже первых километров мы знаем в основном по материалам сейсмического зондирования, скорости прохождения продольных и поперечных волн, которые могут интерпретироваться неоднозначно. Так, Кольская сверхглубокая скважина, впервые позволившая увидеть образцы пород с глубины более 12 километров, принесла много неожиданного. По данным сейсмического зондирования предполагалось, что она на глубине 7 километров должна была пройти гранитный слой и войти в базальтовый. В действительности она вошла в толщу гнейсов, гранитно-гнейсов и амфиболитов архейского возраста, не обнаружив базальтового слоя. То есть, другими словами, сейсмические методы дают погрешность. Земная кора– верхняя твердая оболочка Земли. От мантии ее отделяет граница Махаравичича. Ее часто называют границей Моха. По моему мнению, слишком сложная была фамилия у мужика. Она была установлена в 1909 году югославским ученым Махаравичичем. Толщина земной коры небольшая, от 55-70 километров под молодыми складчатыми горами на континентах до 4-6 километров под средино-океаническими хребтами и некоторыми абиссальными впадинами. То есть абиссальными означает глубоководными. Все, что глубже 4 километров, это абиссаль. По сравнению с мантией и ядром, земная кора представляет очень тонкий, жесткий и хрупкий слой, сложенный более легким веществом с избытком кремнозема, щелочи, воды и недостаточным количеством магния и железа, преобладанием осадочных или бывших осадочных пород. Кора– это все то легкое, менее плотное, чем недра Земли, находящиеся под большим давлением, вытолкнули из себя, образовав пену. Как и другие оболочки, земная кора слоиста. Под континентами она трехслойная, осадочный слой, гранитный, базальтовый. Под океанами двухслойная, осадочный слой и базальтовый. Однако есть и другие мнения. Океаническая кора тоже трехслойная, некоторые считают. Мантия. Подкорковая оболочка, идущая по Булину, 1978 год, на глубину до 2900 километров. Она делится на верхнюю, толщиной около 900 километров, и нижнюю, толщиной около 2000 километров мантии. Вещество мантии твердое, и судя по немногим находкам ее на дне океана, оно представлено породами ультраосновного и основного составов. Земная кора совместно с верхней мантией образует тектоносферу, арену тектонических движений и деформаций. Существенно, что тектоносфера сверху вниз неоднородна по геологическому состоянию, то есть текучести вещества. Земная кора и прилегающие к ней слои верхней мантии составляют литосферу, сравнительно хрупкую оболочку, обладающую упругими свойствами вверху и упругопластичными внизу. Ниже литосферы располагается астеносфера, менее твердая и менее вязкая, но более пластичная оболочка. Глубина кровли астеносферы– первые километры под срединоокеаническими хребтами, первые десятки километров под молодыми орогенами, около 150 километров под плитами древних платформ, а под щитами платформ не прощупывается существующими методами до глубины 150-200 километров. Таким образом, в сводах молодых горных сооружений, как и в осевых зонах срединоокеанических хребтов, кровля астеносферы может пересекать границу моха, внедряясь в земную кору. Астеносфера– это источник вулканизма. В ней находятся очаги расплавленной магмы, внедряющиеся в земную кору или изливающиеся на земную поверхность. С точки зрения сторонников новой глобальной тектоники, все землетрясения возникают в литосфере, поскольку только она способна реагировать на напряжение, как хрупкое твердое тело. Это справедливо и в отношении глубоко- и среднефокусных землетрясений, возникающих при погружении литосферных плит в астеносферу. Внешнее ядро Земли толщиной 2200 км предположительно находится в жидком расплавленном состоянии.
а внутреннее ядро радиусом порядка 1200 километров состоит, скорее всего, из железа с примесью более легких элементов. На этом наша подтема заканчивается. В целом автор рассмотрел структуру оболочек от нашей атмосферы к центру Земли, дал им краткую характеристику, ну и, как я и предполагал, винегрет здесь. Изучаем одновременно все. Ну что ж, если вам понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий. Мне будет приятно, если вы еще разбираетесь в теориях происхождения Земли, то подробнее напишите ответы на вопросы, которые я задал. Ну и всем пока, хорошего настроения, встретимся уже в следующей части.